Я вітаю вас, мої східні красуні, з вами я, Алла Кушнір, і моя програма «Східні танці» на телеканалі Максі ТВ. Ми вже багато що вміємо і знаємо, але не треба зупинятись на досягнутому, треба завжди вдосконалювати себе. І тому сьогодні, як завжди, я пропоную вивчити декілька східних рухів і наповнити свій танець жестами східних красунь. Ну що, почнемо? Отбросим все мысли и проблемы, останемся наедине с танцем, разогреем свое тело и подготовимся к танцу. Готовы? Поднимаем ручки вверх и тянемся как можно выше. Прочувствовали хорошо бочок. Дышим ровно, оставляем воздух возле плечей. Ручку не ставим на голову. И сделаем несколько наклонов. Вперед, колени ровные, назад, в правую и левую сторону. Ручки продолжают движение нашего тела очень плавно, мягко. В правую и левую сторону. И работаем волнообразное движение ручками вверх и вниз. Ручки работают в той плоскости, в которой мы стоим. Не выводим их вперед. Плечо, локоть, кисть, плечо, локоть, кисть. Уменьшаем амплитуду. Все движения вы можете выполнять гораздо дольше. Просто включайте музыку и не стесняйтесь, не ленитесь танцевать. Наверх, вниз. Наверх, вниз. И раз, два, три. Для сегодняшнего занятия нам понадобятся очень пластичные пальчики, поскольку мы сегодня изучим несколько жестов. А жесты вы максимально будете показывать руками. Поэтому разминаем ручки. Делаем волнообразные движения. Разводим ручки в стороны. И впереди себя. В стороны. Через верх работаем волну и опускаем. Выполняем волну и опускаем. И еще. Милые девушки, в арабской культуре вот этот жест означает «смотри». Поэтому, если вы хотите выразиться языком своего тела, просто сделайте вот так вот. И продолжаем. Разминаем наши плечики. Выполняем круговые движения максимально и изолированно. Пальчики расслаблены. Делаем очень быстро, для того, чтобы успеть больше, поработать эффективнее. Поэтому переходим сразу в следующее движение. Разводим ручки в стороны. Делаем плавный локоточек. И работаем параллельно полу плечами вперед. Не поднимаем плечи. Следите, чтобы у вас ладошка, кисть оставалась на месте. Сделаем по 4 и 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Чем амплитуднее и изолированнее вы сделаете движение на месте, в разминке, тем красивее он будет в танце. И выполним это быстрее. Тряскачами очень зажигательное движение.
Не забывайте акцентировать ручки. Молодцы. И в правую, и левую сторону. Вы видите, как начиная сверху мы разминаем все наши мышцы. Руки, голову, глаза. Тянемся как можно дальше. И поменяли. Теперь бедра в правую и левую сторону. Над головой мы сложили купол из рук. Сделали наши локоточки плавными. И открываем. Еще. Тянем как можно дальше. Грудной отдел остается на месте. Колени ровные. Ножки широко не ставим. Выводим в правую и левую сторону. И соединим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И раз, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 и 5, 6, 7, 8. Молодцы! Вы отлично размялись и готовы выполнить некоторые сложные движения. Начнем с грудной клетки, затем бедра и введем, как всегда, все движения в перемещении, что является очень сложным, но вам под силу. Итак, выполним несколько круговых движений. Опускаем вниз, в правую сторону, вверх и в левую. Мы сейчас грудной клеткой рисуем кружочек впереди себя, соединяем все точечки. Подбородочек держим параллельно полу. У нас бедрышки зафиксированы. Обратите внимание, мы сейчас работаем в левую сторону. Не проваливаем спинку назад. Рисуем впереди себя. Назад, то есть мы ее не округляем. И локоточки разведены. И максимально у нас участвует именно грудной отдел. Это не плечи, не путайте. Очень важно. Сделали движение в левую сторону. Итак, сейчас мы с вами вспомним движение, которое мы делали бедрами. Оно называется тарелочка. Садимся в маленькое небольшое плие. У нас будут задействованы колени. И ножки широко не ставим. Открываем правое колено. Выводим назад бедра. Левое и вперед. Акцентом мы должны прижать наш таз вперед. Итак, вправо, назад, минимальный прогиб, лево и вперед. Продолжаем. 1, 1. На 1 у нас должны быть напряжены ягодичные мышцы. И таз должен быть впереди. 1 и так. И так. Посмотрите, как активно работают колени. Колени не стоят на месте. 1, 2, 3, 4. Остановили. А теперь сделали движение грудным отделом. Вниз, вправо, вверх, лево. 4 раза. Аналогично, как и бедра. 1, 2, 3, 4. И в правую сторону. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Сейчас мы сделаем аналогичные движения головой. Давайте сначала мы ее немножечко потянем в правую и левую сторону. Будьте осторожны при работе с головой, потому что мышцы шеи у нас недостаточно натруживаются каждый день, и недостаточно они активно работают. Поэтому уровень и амплитудность работы вашей головы очень разная. Поэтому изначально для выполнения движения шеей вы должны ее немножечко помять, понаклонять и приготовить. Итак, выполним несколько круговых движений. Сделаем оттяжку в правую сторону, вперед и в левую сторону. Я понимаю, что у некоторых от рождения могут быть неактивные мышцы, но всему можно научиться, поэтому работайте, не забывайте, не пропускайте занятия, трудитесь, у вас все получится. Если у вас сейчас не получается полный круг, выполните оттяжку в диагональ в правую и в левую сторону. У кого получается полный круг, старайтесь не поднимать плечи. Итак, сделаем 4 круга головой. При этом у нас подбородочек движется параллельно полу. 4 круга в левую сторону грудной клеткой и 4 круга в правую сторону.
бедрами. Итак, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Освобождаем бедра от рук. И 1, 2, 3, 4. И сейчас мы сделаем красивый водопад-каскад. Представьте, головой мы сделаем 4 акцента, грудной клеткой мы сделаем 3 акцента и бедрами 2 акцента. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2. Теперь предлагаю усложнить задачу и сделать все движения по одному разу. Один раз головой, один раз грудной клеткой и бедрами. Не забывайте о направлении движения, это очень важно. Итак, 1, 2 и 3. Причем головой и бедрами мы рисуем кружочек на полу, а грудной клеткой впереди себя. Итак, сделаем медленно, затем быстрее. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Пока мы работаем медленно, это очень крупные кружочки. Когда мы будем ускоряться, амплитуда наших кружочков будет меньше. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Это движение требует очень огромной концентрации, изоляции. И, конечно же, нужно немножечко сначала подумать. Но вы доведете со временем это движение до автоматизма и будете выполнять его очень легко и красиво. Оно смотрится очень воздушно, игриво и необычно. Сделаем еще раз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. И как можно быстрее. Так. Уберем движение головой, сделаем только верхом и низом. Точка, точка, точка. И нарабатываем скорость и следим за изоляцией. Вы видите непрерывное движение грудным отделом и бедрами. У нас не останавливается ничего, точек нет. Рисуем восьмерочку, не прерываясь. Знак бесконечности. Да, еще активней. Что это за знак? В арабской культуре этот знак означает «ялла». Звучит как «ялла», а означает активней, веселей еще. Поэтому если вы хотите подбодрить кого-то или в танце хотите выразить свою активность, вы можете просто сделать вот так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Или 1, 2. Чтобы повторить еще раз, вы сделаете 1, 2, 3. Повторите еще раз. 1, 2, 3. Смотрите. Активней. Раз, два, три. Смотрите. Активней. Раз, два, три. Молодцы. Теперь сделаем несколько волнообразных движений телом. Смягчим колени и выведем бедра вперед и назад. Вперед и назад. Выполняем это движение параллельно полу. Сегодня у нас такая волнообразная тренировка. Все движения очень пластичные. Так, вперед и назад. Молодцы. А теперь постараемся как будто поддеть. Итак, отвели бедра назад. Немножечко подприседаем и выводим наверх. Когда выводим таз вперед, немножечко выравниваем колени. И снова вниз. Вверх и вниз. У нас должна получиться фронтальная восьмерочка. Фронтальная восьмерочка, это мы ее выполняем вот так. Вы видите, что грудной отдел максимально зафиксирован. В этом движении участвуют колени. Когда мы выводим бедра вперед, у нас зажимаются ягодичные мышцы. И назад. Вперед и назад. Итак, правую ножку поставим назад, левую вперед.
Сейчас мы должны попробовать перемещаться в этом движении. Наши колени должны быть очень близко расположены. Вперед и назад. У кого не получается сейчас восьмерочка, не расстраивайтесь. Вам еще не хватает оттяжечки, но вы занимаетесь каждый день, и у вас обязательно получится. Ваше движение должно быть вот таким: вперед и назад, вперед и назад. Ну а для тех, у кого уже получилось, вы можете заворачивать бедра максимально. Поднимаемся на полупальчики. Сейчас вес тела будет переноситься с правой на левую ножку. Сейчас грудной отдел остается на месте. Перемещаются только бедра. И постараемся ввести в это положение волну. Переносится вес тела. Когда мы на правой ножке стоим, таз у нас сзади. И впереди на левой ножке. Левая ножка у нас ведущая. И переместимся в правую сторону. И 1, 2, 3, 4. Посмотрите. 3, 4. Не забывайте пользоваться жестами. 3, 4 и 1, 2, 3, 4. Молодцы, отлично. И теперь мы введем тарелочку в перемещение. Тарелочку мы с вами сегодня уже выполняли, поэтому долго не вспоминаем. Делаем уже автоматически. Поднимаемся на полупальчики. Аналогично, как и в волне фронтальной, левая ножка ведущая впереди. Поднимаемся на полупальчики и 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. По очереди вес тела переносится с правой на левую ножку. Когда у нас бедрышки опускаются на правой ножке, когда впереди на левой ножке. И не забываем прорабатывать боковые движения, чтобы сохранять вот эту вот самую тарелочку, да? Чтобы не было просто перекатывания вперед-назад, вперед-назад. И обязательно работайте все изолированно, потому что изюминкой восточной красавицы есть изолированное движение, которое она выполняет в танце. И 1, 2, 3, 4, 1, 2 и 4. Выполняем движение изолированно. И не забываем показывать жесты. Смотрите. И делайте активнее. Смотрите. И делайте активнее. Лучше всего пользоваться восточными жестами под песню, конечно же, зная его перевод. Это придаст восточного колорита вашему танцу. Итак, предлагаю соединить несколько движений, которые мы сегодня с вами уже выполнили. Вспомнили? Следующее движение у нас будет волнообразное перемещение. Фронтальная волна, 4 в правую, 4 в левую сторону. Подбородочек поднимаем, ножки широко не ставим. И 1, 2, 3, 4 и 1, 2, 3, 4. И второе перемещение, это перемещение, которое мы делаем с помощью тарелочки. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Итак, соединим все вместе. Начинаем с головы, грудной отдел и бедра. 1, 2, 3. Еще 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Ножки широко не ставим. Подбородочек параллелен полу. 4 тарелочка. 1, 2, 3, 4. Смотрите, как мы активно это делаем. И 1, 2, 3. 4 волна. Еще тарелочка. И волны ушли. Сочетаем, чтобы прочувствовать разницу, которую выполняют наши бедра. Абсолютно разное это движение. Волна и тарелочка. 3, 4. Молодцы. Чтобы себя немножко разгрузить, опуститесь вниз. Мышцы спины отдохнут. Расслабили. Колени ровные.
И сейчас немножечко стряхнем. Ни один восточный танец не обходится без активных движений бедрышками. Встряхнули все тело, расслабили. Это движение у вас уже получается абсолютно у всех, я знаю. Но, правда, с разной интенсивностью. Добивайтесь интенсивной трясочки. Молодцы. И поднимаемся на полупальчики. Сделаем трясочку на полупальчиках. Поднимаемся, коленки вместе. Переносим вес тела с правой на левую ножку. Полностью освобождаем одну или вторую. Раскачиваем бедрышки. И 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И присоединим это движение к нашей связочке, которая у нас есть. Волнообразной связочке. Итак, голова, вверх, бедра. Выполним это еще 3 раза. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Фронтальная волна. 1, 2, 3. И жест, смотрите. 1, 2, 3. И жест. И раз, 2, 3, 4. И раз, 2, 3, 4. И очень активно выполняем движение бедрами. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Молодцы. И в сегодняшнюю нашу танцевальную связку я хочу включить еще один жест, который может показать, о чем поет ваше сердце, что это означает, о чем оно переживает. Мы его сочетаем с очень плавным движением, поворотом и оттяжкой. Торцом нашей правой ладошки мы указываем на сердце и проводим ручку взглядом. Еще раз. И раз. Конечно же, в нашем лице или тайна, которая откроется. То есть выражение лица должно нести в себе очень какой-то огромный, сокровенный смысл, который вы хотите или скрыть, или наоборот поделиться ним. Поэтому соединяем это движение с поворотом, оттяжкой и скрыли, но, может быть, и поделитесь. Поворот, оттяжка и. Отлично. Теперь соединим все движения вместе. 4 раза голова, грудной отдел и бедра. Затем перемещение фронтальная волна. И затем перемещение с тарелочкой. И, конечно же, наш последний жест – жест сердца. Итак, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Полупальчики, фронтальная волна. 1, 2, 3, 4. Смотрим. 1, 2, 3, 4. Еще. И тарелочка. 2, 3, 4. Тарелочка. 2, 3, 4. Перебежечка, которую мы делаем активно. И указываем на это активней. Активней. Даже можно уже не подсказывать вам, вы уже знаете. 3, 4. Выбрасываем пальчики. 1, 2, 3, 4. Поворот, оттяжка. И открыли свои секреты. Поворот, оттяжка. Не открываем своих секретов. Если вы приняли восточную культуру в свою жизнь, то я уверена, со своим богатством, духовностью она останется с вами навсегда. Вот мы отдохнули, я предлагаю вам повторить всю связочку без остановочки, очень ритмично и быстро, с самого начала. Итак, начнем с головы. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Полупальчики, волна. 1, 2, 3, 4. Тарелочка. 4. Перебежечка. Смотрите. Поворот. Вот такие вот вы можете быть, восточные красавицы. Предлагаю вам наполнить ваш танец языком жестов.
Сьогодні ми з вами вивчили багато жестів східних красунь, які допоможуть вам внести різноманіття і граційність в ваш східний танець. А з вами була я, Алла Кушнір, і моя програма «Східні танці» на телеканалі Максі ТІВІ.